Доброго времени суток, с вами Патрульный, долгое время отсутствующий на канале, но тем не менее выпускающий иногда видео. Решил я открыть рубрику «Обо всем и ни о чем», будет называться она. Как вы поняли из названия канала, новость сегодня очень интересная, и хотел бы ее вам зачитать и немножечко обсудить. В общем, новость, собственно говоря, такая. В Челябинской области маньяк 14 лет держал в сексуальном рабстве похищенную девушку. Стало известно, что 33-летняя Екатерина была похищена еще в 2009 году. В тот период ей было 19 лет. На вокзале она познакомилась с неким 37-летним Владимиром, который пригласил ее домой, в село Смолино. Когда они приехали туда, то мужчина избил ее и запер в комнате. С тех пор Катя была в сексуальном рабстве. Маньяк оборудовал комнату с решетками, а на двери был замок. Периодически он насиловал жертву. Кроме того, в доме также жила мать Владимира, которая все знала, но ничего не предпринимала. Екатерина смогла убежать лишь после того, как маньяк ушел в запой и случайно забыл закрыть двери. Также известно, что в какой-то момент Владимир привел и другую жертву, которую в 2010 году убил из-за попытки бегства. Останки он закопал на участке за домом. На заднем дворе дома были найдены останки еще нескольких людей. Сейчас мужчина находится в психиатрической больнице под охраной. Заведены дела по статьям о похищении и убийстве. Хотел бы вам сказать, что то ли это уже тренд, то ли это психическое расстройство какое-то, но как вы все знаете, а может быть и не знаете, а может быть даже и помните, что чем-то события напоминают нам на события, которые произошли с участием интересной личности Виктора Васильевича Мохова, похитившего в 2000 году двух несовершеннолетних девушек 14 и 17 лет, продержавший и насиловавший их в подвале в течение почти 4 лет. В российских СМИ известен как Скопинский маньяк. 30 августа 2005 года Скопинским городским судом Рязанской области был приговорен к 17 годам лишения свободы. Позже срок был изменен на 2 месяца, сокращен точнее на 2 месяца из-за изменений в законодательстве. 3 марта 2021 года Виктор Васильевич Мохов вышел на свободу и, как известно, уже умудрился встрять еще в одну какую-то перипетию, где был то ли соучастником, то ли свидетелем убийства. В общем, жизнь ничему не учит. Как бы все это не было печально, но оно имеет место быть. Ситуация не есть хорошая. 14 лет девушка провела в плену, в сексуальном рабстве. Если в ситуации со скопинским маньяком девочки пробыли в плену всего 4 года, либо около 4 лет, и это наложило огромнейший отпечаток на их психику и дальнейшую жизнь, то здесь просто, я считаю, уже человек не человек после 14 лет таких событий. Очень было бы мне интересно послушать разбор данной ситуации и свое мнение автора канала «Фауст 21 века», но, по всей видимости, это будет не скоро, потому что новость мне отправили только сейчас. А «Фауст 21 века» все-таки скрупулезно собирает информацию, факты, ознакомливается с документами и после этого только выпускает видео. Вот такие, в общем, у нас дела. Дальше будем следить, конечно, за этой темой, но считаю, что нужно такого рода новости оглашать и делиться ими, делать всевозможные репосты, чтобы люди об этом знали. Потому что на дворе у нас 2023 год, а все равно люди на улицах, оказывается, знакомятся, не все все-таки перешли в эти цифровые миры. Так что дела такие у нас, ребят. Сейчас вставлю в это видео, да, вот, чтобы вы посмотрели с места происшествия, местность и прочие всякие фотографии, скажем так, да. Дело, в общем, это проходило, я так понимаю, в Челябинской области, вот. А скопинский маньяк орудовал у нас в Рязанской области. Поэтому такие дела. Не есть хорошо. Работы сейчас очень много и для Следственного комитета, и для прокуратуры, и для правоохранительных органов.
Поэтому, ребят, будем наблюдать за этой ситуацией, что, в общем, как будет ход событий и дальше двигаться. Но справедливость, я думаю, восторжествует. И надеюсь, это не будет как с Моховым, да, всего 17 лет. И на 2 месяца всего ему скостили срок, а потом он выйдет на свободу. Потому что, ну, таким людям с такими отклонениями и с такими наклонностями, скажем так, им не место в нашем современном обществе. Вот. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте ситуацию, делитесь этим видео с друзьями, с близкими, со знакомыми. Предупрежден, значит вооружен. Любите близких, уважайте ближних, относитесь к окружающим хорошо, мир станет чуточку добрее. А я вас всех обнял. Ссылки на сообщество ВКонтакте, на телеграм-канал есть в описании под видео. Также те, кто хочет поддержать наш канал, чтобы мы развивались, скажем так, ссылки есть в описании под видео. Всех обнял, всех до встречи, всем пока. Просто водитель 74 открыто телефон. Ну, это взаимовыручка. Также от себя хотелось бы добавить, что по данным на 2021 год в России не пойманы 3074 маньяка. Это не только серийные убийцы, но и серийные педофилы, а также и серийные вуайеристы. Вуайеризм – это страсть к подглядыванию, а значит, это серийные подглядывальщики. Как следствие, тоже психическое расстройство. Поэтому мне бы, конечно, в частности, хотелось бы посмотреть видео расследования Василия Бейнаровича. Кто не знает, это автор канала Фауст 21 века. Поэтому ждем. И свои соображения пишите обязательно в комментариях. Это продвигает наш канал. Ваше мнение очень важно для нас. Всех обнял. Теперь точно всем пока.